Здравствуйте. А сегодня детально разберем банкротящуюся золотодобывающую компанию Петропавловск. И это видео будет актуально для миноритарных акционеров и держателей еврооблигаций. Давайте разберем, что нужно делать или возможно ли еще спасти свои активы в этой компании. Ну а с вами на связи Алексей Головченко, управляющий партнер юридической компании «Энса». Обязательно делитесь этим видео с теми вашими друзьями, которые попали от действий компании Петропавловск. Ну и, соответственно, если для вас это видео тоже актуально, то, пожалуйста, оставляйте лайки. Ну, для начала, что хотелось бы сказать, что рассчитывать на то, что рассосется само собой, если вы являетесь миноритарным акционером или держателем облигаций, не стоит. Потому что хотя бы тот факт, что акции изначально свалились стоимостью в 10 раз, сегодняшний день уже порядка минус 40, и, как вы знаете, акции уже делистингованы. Дальше, если миноритарные акционеры не будут ничего предпринимать, то, конечно, получат ноль. Что меня, собственно говоря, мотивировало записывать на сегодня это видео, тот факт, что я тоже, как и вы, являюсь миноритарным акционером, может быть, с не очень большой для кого-то долей, но для меня достаточно ощутимой. И, собственно говоря, я уверен, что если мы с вами, как миноритарные акционеры, объединим усилия, а под видео я выложу вам строку держателей акций компании Петропавловск, и вы увидите, что миноритарным акционерам принадлежит доля больше, чем у кого бы то ни было. У компании Южурал золото 23, по-моему, процента на сегодняшний день, а у общей доли миноритариев порядка 33%. Поэтому, если мы с вами объединим усилия, то все шансы отстоять свой интерес у нас с вами есть. Для начала давайте два слова о самой компании Петропавловск. Как вы все помните, изначально компания была структурирована в Лондоне. И вот уже с 2020 года акции Петропавловска стали торговаться и на московской бирже. В свое время акции достигали даже 40 с чем-то рублей за акцию. Ну и потом это все превратилось в тыкву. Да, золотая коррекция, которая превратилась в тыкву. На самом деле компания Петропавловск была крайне перспективной. Чтобы вы понимали, у компании 4 больших предприятия в России, которые добывают золото. Доля компании 4% на рынке России по добыче золота. То есть она конкурирует с такими глобальными игроками, как Nordgold и так далее. Поэтому компания на самом деле была крайне перспективная, и поэтому мы с вами как акционеры покупали акции этой компании, кто-то и облигации покупал. На сегодняшний день запущена уже процедура в Англии внешнего управления. Как вы знаете, что это первая стадия процедуры банкротства. И еще раз хочу подчеркнуть, как юрист профессиональный, который занимается банкротствами, друзья, если мы с вами ничего предпринимать не будем, позже я дам информацию, предложение, что нужно делать, то, конечно же, вы ничего не получите, будьте в этом уверены. Но теперь два слова о том, что для меня, как для профессионального юриста и инвестора, стало очень подозрительным. Подозрительным стала та сделка, где Газпромбанк так лихо и быстро избавился от своих прав компании Петропавловск и продал эти долги компании УГМК. Вот, собственно говоря, с того момента мне стало понятно, что все пойдет, мягко говоря, не по самому хорошему сценарию. Теперь два слова о том, почему компания УГМК так заинтересовалась активами компании Петропавловск. Как я уже сказал, что у компании крайне сильная позиция на российском рынке, а компания УГМК, уж так получилось, очень заинтересована в том, чтобы заходить не только на рынок цветных металлов, но и на рынок добычи золота. В свое время компания интересовалась ГОКом Высокинский, но сделка до сих пор в подвешенном состоянии, поэтому вот я так понимаю, что взор обратили на слабую в кавычках компанию Петропавловск с точки зрения наличия вот того корпоративного конфликта, который шел уже достаточно долгое время. Но тут мы сами с вами понимаем кризис. Газпромбанк перестал покупать какое-то время золото у компании Петропавловск в свои хранилища. Кстати, Газпромбанк был единственным покупателем, да, основным таким у компании Петропавловск. И вот, собственно говоря, все так удачно произошло. И почему-то так быстро вместо реструктуризации Газпромбанк продал свои права требования компании УГМК. Теперь еще раз два слова о процедуре банкротства, которая запущена в Англии, так как головная компания структурирована в Англии. Как правило, процедура банкротства проходит в течение пару лет.
И могу сказать, что интересы миноритариев, скорее всего, учтены никоим образом не будут. Да? Поэтому еще раз нам с вами нужно миноритариям и миноритарным держателям облигаций объединять свои усилия. Ну а теперь давайте подойдем к тому, что же я конкретно предлагаю. Итак, для начала цели, которые перед нами, как перед миноритариями стоят. Ну и перед тем, как я озвучу наши цели миноритариев, могу привести вам пример с компанией Мечел. Компания Мечел, мягко говоря, была в худшем положении. Если на сегодняшний день долги компании Петропавловск примерно равны стоимости ее активам, ну, то есть, понимаете, да, активы и пассивы примерно равны. Это достаточно хорошая ситуация. Если вы вспомните компанию Мечел, то там долги были непропорциональны активам. Долгов было, поправьте меня, если здесь есть профессионалы, но, по-моему, там были равны 5-6 концам. И несмотря на это, компания Мечел вырулила, и, как вы помните, 2021 год был крайне прибыльным для компании Мечел. Ну, в общем-то, здесь так все удачно сложилось. Сегодня мы видим, что у компании все замечательно. Поэтому первая цель, которую мы как миноритарные акционеры должны ставить, это действительно, чтобы компания как минимум была продана по ее рыночной стоимости. А для этого, конечно же, она должна пойти по пути реструктуризации и, соответственно, выбрать, может быть, дополнительных кредиторов, которые будут готовы или компании дать кредит под будущие перспективы. А мы понимаем, что золотой рынок на сегодняшний день в период высокой инфляции и неопределенности в мире это такой достаточно перспективный рынок. Ну и второй вариант, если не путь реструктуризации, то компания должна быть продана нормальным акционерам. Для этого есть там крупные золотодобывающие компании. Может быть, это не только российские, может быть, какие-то южноафриканские золотодобывающие компании. Компания должна быть продана, естественно, не по стоимости ее активов, а как минимум в 2-3 раза дороже от стоимости ее активов с учетом перспективы, с учетом рыночной оценки этого бизнеса. Но теперь давайте о цели. Понятно, что нам с вами еще раз, да, по целям понятно, что компания не должна проходить процедуру банкротства и продаваться, что называется, с молотка. Тем более в нынешних непростых условиях должна быть либо реструктуризация, либо должна быть продажа по рыночной стоимости этой компании, а не дробление ее кусками, на которые так рассчитывают отдельные такие вот внешние структуры. Теперь давайте четко тот план, который я лично предлагаю. Первое. Под видео я размещаю официальное обращение, которое я предлагаю заполнить всем акционерам и миноритарным акционерам, в первую очередь держателям облигаций. Через Change.org это обращение в Центральный банк, обращение в Генеральную прокуратуру, в специальный департамент по расследованию экономических преступлений ФСБ. Ну, там посмотрим, может еще какие-то дополнительные органы добавим. Следующее, я предлагаю провести независимое журналистское расследование. Ну и третье, я предлагаю тем миноритарным акционерам, которые не отчаялись и все-таки планируют защищать свои интересы и не обнулить свои счета, а получить как минимум ту стоимость инвестиций, которую вы сделали в эту замечательную компанию, объединиться. Для этого я, как юрист и инвестор, готов представлять ваши интересы, поэтому я под видео размещу свой сотовый телефон. Пожалуйста, пишите мне в WhatsApp, оставляйте свои контакты, ну а дальше в индивидуальном порядке мы обсудим те моменты, на которых мы будем объединять наши усилия для этой работы. Поэтому, пожалуйста, под видео я размещаю всю информацию актуальную. Для журналистского независимого расследования, если у вас есть журналисты или заинтересованные журналисты, ну, у меня такие есть, но если у вас еще кто-то есть, пожалуйста, тоже обращайтесь. Ну и давайте вместе защищать свои интересы. Что касаемо использования английского права или российского права, как мы понимаем, что сейчас процедура банкротства началась по английскому праву, здесь могу сказать, если необходимо, готов буду подключить своих английских коллег, которые живут в Лондоне и работают по английскому праву. Но мне кажется, в связи с тем, что 4 действующих реально предприятия находятся в России, компания была листингована и на московской бирже, часть юридических действий, безусловно, нужно будет производить и на территории России. Но здесь мы сами, как юристы, с удовольствием за этот блок готовы будем взяться. Итак, уважаемые друзья, еще раз в качестве вывода, что хочу сказать. Первое. Под видео я размещу всю ту информацию, о которой я говорил. То есть краткую справку об истории компании, о структуре владения, информацию о себе, свои контакты для тех миноритарных акционеров и держателей облигаций, которые заинтересованы в том, чтобы не надеяться на чудо, которого не случится, да,
а на тех акционеров и держателей облигаций, которые хотят вернуть вложенные активы. Следующее, хочу сказать, что практика и в Англии, да, и в России процедура банкротства в подобных кейсах для миноритарных акционеров, которые не защищают свои интересы, опять же, заканчивается нулем, да, то есть если вы не будете отставить, то, конечно же, ничего не получите. Ну и последнее, что хочу сказать, что наши все обращения в правоохранительные органы и так далее, тоже, пожалуйста, смотрите, под Change.org мы разместили. Ну, это такая первая ласточка, с которой мы начнем, но дальше глубже, больше будет зависеть от вас, уважаемые коллеги-инвесторы. Ну, а с вами на связи был Алексей Головченко, управляющий партнер юридической компании ENS. Давайте добьемся для себя справедливости.